Дорогие зрители, вы на канале Наталья Соболев, Израиль. В этом видео я назову победителя в викторине «Кто первый?». На вопрос, что летает в небе на севере Израиля, ответил канал «Любовь Чеслава». Чеслава самая первая написала, что это аэростат наблюдения противовоздушной обороны. Я поздравляю победителя! Большое спасибо за участие! И смотрю 5 видео этого канала. Сегодня я расскажу об этом аэростате. И будем мы смотреть не только в небо, а пойдем смотреть нашего арабского скакуна. 8 ноября 2001 года ВВС Израиля запустили аэростат раннего предупреждения, один из самых больших в мире. Военные по всему миру применяют небольшие аэростаты с датчиками, обычно для наблюдения за границами и военными базами. Большие воздушные шары встречаются гораздо реже, но у них есть ряд преимуществ. Они могут долго находиться в воздухе и эффективно выявлять низколетающие воздушные угрозы. В то же время их предельная высота отслеживания гораздо выше, чем у наземных радаров. У Израиля уже есть аэростаты раннего предупреждения, но они оснащены только базовыми радарами. Это самый крупный, самый большой в мире аэростат. Длина его 70 метров. Его разработало подразделение Эльта компании «Израиль Аэростат Индустрия» вместе с военно-воздушными силами и агентством противоракетной обороны страны, а изготовила американская компания. Эта система может увидеть угрозы на более дальних расстояниях по сравнению с аэростатами, которые израильские военные уже используют. Кроме того, будет делиться данными с другими израильскими системами противовоздушной обороны, такими как «Железный купол», «Проща Давида», «Стрела». Идеей использовать аэростаты в системе наблюдения ранее интересовались американские военные. Но в 2015 году один аэростат сорвался с троса и оставил без электричества сотни домов. Через некоторое время Пентагон возобновил испытания, и в 2017 году программа все равно закрылась. В Израиле аэростаты и вся эта система рассчитана на предупреждение угроз, таких как мультикоптеры, крылатые ракеты, также вертолеты, самолеты, движущие на малых и даже очень малых высотах, совсем близко к земле, что затрудняет их обнаружение обычными радарами. Аэростат, который поднят на большую высоту, обеспечит раннее оповещание о ракетных и других угрозах на севере Израиля. Радиолокационные системы, которые обычно размещают на вершинах гор, в значительной мере ограничены возможностью обнаруживать самолеты, которые движутся на малой высоте. Это ограничение прежде всего объясняется неровной поверхностью Земли. Электромагнитная волна, посылаемая радаром, его луч распространяется по прямой линии и в результате оказывается над объектом. Поэтому радар такие цели видит плохо или не видит совсем. Это не единственная проблема в обнаружении низколетающих самолетов. Есть еще и отражение от земной поверхности, ослепляющее радар, которые необходимо отфильтровывать, отделяя от отражений вражеского самолета, пытающего проникнуть в охраняемую зону. Стоит отметить, что эта проблема сегодня решается, поэтому современные радиолокационные системы умеют отфильтровывать отраженные от Земли сигналы с большим успехом. Еще одной существенной проблемой становится тот факт, что вражеские самолеты стараются использовать ландшафт местности, долины, ущелья, низменности, чтобы как можно дольше оставаться в так называемых мертвых зонах, которые радар не способен покрыть. Решить все эти проблемы может радиолокационная система, размещенная в корзине нового аэростата.
Это суперсовременный радар производства израильской оборонной компании. Заметим, что схожий радар уже много лет располагается на юге страны. Он отвечает за предупреждение различных воздушных угроз на Южном фронте, как со стороны египетской армии, так и различных террористических группировок. Угроза была еще со стороны Ирана, которая наращивала свой ракетный потенциал. Мы живем в окружении врагов. Вполне вероятно, что новый, более современный радар, поднятый в воздух теперь и на севере, обладает хорошими возможностями в сфере фильтрации отражений от поверхности Земли. Кроме того, радар, поднятый на аэростате, размещенный таким образом на большой высоте, способен на 2-3 километра контролировать обширные участки в глубине территории противника, включая труднодоступные районы, такие как ущелья, и в целом обладает возможностью видеть низколетающие самолеты далеко за горизонтом. Новый аэростат был поднят в северной части нашей страны, Израиль, и станет отвечать за обнаружение угроз на этом фронте. Дополнительным преимуществом аэростата является его способность оставаться в воздухе на протяжении очень долгого периода времени, обеспечивая таким образом непрерывное радиолокационное покрытие, на что, например, не способны радары, установленные на самолетах, время полета которых ограничено, в том числе необходимостью регулярно сменять обслуживающий экипаж. У аэростата подобных ограничений нет. Кроме того, он управляется с земли, что значительно упрощает обслуживание. Ясно, что сам аэростат, размещенные на нем установки, являются лишь одним компонентом общей системы противовоздушной обороны Израиля. В Израиле большое количество различных систем обнаружения, предупреждения, как радиолокационных, так и других оптических, электронных. Все вместе они передают информацию в общий центр. Это так называемый центр управления баллистическими изображениями, отвечающий за полную картину ситуации в воздушном пространстве над Израилем и вокруг него. Этот центр передает предупреждения по регионам страны для активизации сигнала тревоги при ракетных обстрелах. Огромный аэростат запустили в Израиле, назвали его «Небесная роса». Наверное, врагам в глаза. Израиль сегодня, без преувеличения, единственная страна в мире, обладающая многоуровневой системой защиты от ракетных угроз. Включает в себя системы защиты «Стрела-2», «Стрела-3», ракетно-зенитные, «Патриот» и система «Проща Давида», система «Железный купол», а также уникальные радиолокационные системы, такие как уже упомянутая «Небесная роса» и «Зеленая сосна». Все это в очередной раз подтверждает нам слова раби короля Машиаха о том, что земля Израиля – самое безопасное место в мире. Огромный аэростат под названием «Небесная роса» разрабатывался и создавался на протяжении нескольких лет. Базируется в северной части страны на специальном участке, подготовленном саперными войсками. В Министерстве обороны отмечают, он станет важной частью израильской многослойной воздушной обороны. И эта система вся разработана для того, чтобы израильтяне спали спокойно, жили и любовались голубым небом Израиля. Дорогие мои зрители, я желаю вам мира и добра, голубого неба над головой, как у нас в Израиле. Люблю я утреннее небо, светлеющее пред рассветом дня, когда мрак ночи разгоняя, восходит солнце, полное огня. О небо, голубое небо, как много скрыто в синеве твоей! За ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей.
Как часто взор мой привлекаешь своею безграничной высотой и тихо мне напоминаешь свое начало, день второй. Когда Творец, мир созидая, сиянием лика разгонявшим мрак, великой силой обладая, сказал: «Да будет свет!» И стало так. Не раз сплошными облаками ты скрыто было от моих очей, но не угасло веры пламя, и тьма не скрыла солнечных лучей. О небо, голубое небо, влечешь ты сердце красотой своей туда, где цель моя и жребий, где город вечной радости моей. Недолог путь мой в мире грешном, с надеждой я о вечности пою, и скоро в небе лик воскресший, уйти к нему сквозь синеву твою. Туда, где кончится ненастье, и не умолкнут ликования голоса, где никогда не прекратится счастье, где мой Господь, святые небеса. Автор этих стихов неизвестен, мое только исполнение. Весь материал для видео собран в свободном доступе в интернете. Я хочу прочитать одно стихотворение. Его написала Людмила Срыбник. Шалом, страна моя родная, цвети от края и до края. Пусть будет мир в стране моей, не слышен плач и стон детей. Пусть будет тихо, и отныне забудем вой сирен в помине. На нас не полетят ракеты, не будет стресса для планеты. Шалом, шалом, страна родная, мир дому твоему, Израиль. Дорогие зрители, вы на канале Наталья Соболев, Израиль. И сейчас я хочу загадать вам одну загадку. На столе два разных предмета. Вопрос: что это? Для чего это? Кто напишет правильный ответ, у того посмотрю 5 видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!